Любі, привіт! Сегодня будем говорить на очень серьезную тему. Что делать, если вы столкнулись с насилием? Поехали! К сожалению, тот факт, что вы находитесь в Европе, что вы находитесь в Берлине, это не гарантия, что вы не столкнетесь с ситуацией насилия. Поэтому очень важно знать, как действовать в этом случае для того, чтобы защитить себя. Во-первых, на сайте полиции Берлина есть исчерпывающая информация о том, как действовать в таких ситуациях. Также существует огромное количество организаций, которые работают для того, чтобы защитить людей, которые попадают в такую ситуацию, для того, чтобы защитить женщин, пожилых, молодых людей. И перечень этих организаций можно найти на сайте инициативы BIG. Мы прикрепим ссылку на их сайт в описании к этому видео. Но так как в этом сезоне мы большое внимание уделяем организациям, которые находятся и работают в районе Штеглиц-Целлендорф в Берлине, давайте поговорим про организацию, которая называется Интеркультурelle Инициатива. Она была создана 1 апреля 2001 года. Были открыты двери первого приюта для женщин, который должен был и защищает до сих пор всех женщин и их детей, столкнувшихся с насилием. Обратиться в организацию легко и просто. Рассмотрение каждого дела не бюрократично. Вашу ситуацию рассмотрят, посоветуют вам, как действовать наилучшим образом. Также помогут вам избежать насилия или покинуть то место, в котором вы соприкасаетесь с насилием, а также помогут избежать насилия вашим детям. Пошаговая инструкция в подобном сложном случае. Обязательно, как только вы столкнулись с насилием и вы чувствуете, что вы не можете решить проблему самостоятельно, наберите Интеркультурelle Инициативы, позвоните им или напишите им имейл. Это можно сделать даже через переводчик. Они обязательно свяжутся с вами. Вы также можете прийти к ним в офис и рассказать о своей ситуации. Сотрудники рассмотрят ваше дело, смогут сказать вам, есть ли место и возможность, например, разместить вас в приюте, каким образом это происходит, к какой другой организации, если есть такая необходимость, можно обратиться, как защитить права вас и ваших детей. Поэтому связаться с ними стоит того. Сотрудники обязательно помогут вам найти ключи к решению вашей проблемы. Также, если вам необходима консультация юридическая, либо любая другая по вашему делу, они также постараются вам помочь. Поэтому, пожалуйста, пройдите в описании к этому видео, найдите контакты организации Интеркультурelle Инициатива и свяжитесь с ними, либо рекомендуйте ее своим друзьям и знакомым, которые, не дай бог, могли попасть или столкнуться с темой насилия. Очень важно сказать, что организация выступает за защиту прав женщин и их детей, за свободу от насилия, в том числе за свободную жизнь от тех людей, которые причиняли насилие женщинам и их детям. Также выступает против насильственных браков и за то, чтобы каждый из нас, независимо от культурного происхождения и сложной ситуации в своей жизни, мог участвовать в жизни города Берлин. Мы очень надеемся, что никогда вы не столкнетесь с подобной ситуацией. Ну а если вдруг вы или ваши знакомые, друзья вдруг столкнулись с случаем насилия, вы будете знать, как действовать, и воспользуйтесь всеми теми ссылками, которые мы оставили вам в описании к этому видео. Поэтому смотрите наш канал, подписывайтесь і завжди пам'ятайте, все буде добре.